Я глупости совершил много. Какие глупости можно совершить? Я обленился на отчисление и в армию, на срочку написал. Стреляли из града? Один раз утром разбудили в 7:52, сказали в 8 на стадионе быть. «Войну и мир» читал 3 и 4 том. Без первого и второго? Без первого. Вам военную тайну дали? Что это такое? Военная тайна. Нет у меня доступа к военной тайне. За что он погиб в чужой стране? Вы обратите внимание, в каких условиях живут люди, в каком состоянии у них зубы, там, ну вот эта вся история, которая нам до сих пор непонятна, почему у вас проблема у всех с зубами. Родненький мой сыночек. Мам, успокойся. Мам, успокойся. Откуда сбежать? И получить 10 лет? А куда он бежит-то? Куда? Нам бежать некуда. Можно вопрос? Можно другой вопрос тогда? Мне говорят, хандехох. Да. Поэтому я сожалею, что ваш часовой не убил насмерть второго оккупанта. Алло. Ой, Господи, как мне поглядеть ему? Я ничего не вижу. Всё, Когда вы... я хочу закончить. Что вы хотите закончить? Вы сказали, это же не допрос, а интервью. Разрешите закончить разговор? Нет. Нам с собой дали по сухпайку каждого. По сколько штук? По одному каждому. Один сухпай на 5 дней? Мы растягивали, как могли. Еще у кого-то с собой еда была. Благо. Так вы же голодные были. Голодные были. Кто я, что я? Знаете? Блогер. Блогер, слышал, говорили ребята. Журналист. У вас называется это репортер. Пообщаемся? Да. Чего вы тогда сказали, как будто бы? Я не против. Вода, если хотите, можете пить. Домой звонить будете? Если будет возможность. Но я же спрашиваю не для того, чтобы поиздеваться, показать, что у меня есть 2 телефона. Я спрашиваю, потому что... Ваша фамилия, имя, отчество? Ряховский. Как? Ряховский. Ряховский Дмитрий Евгеньевич. Дмитрий Евгеньевич. Дата рождения? 22 декабря 96 года. 22 Декабря. 12 месяц. 12 1996. Город? Липецкая область, поселок Лев Толстой. Какой? Лев Толстой. Поселок? Да. Село Лев Толстой. А что оно так называется? Там он умер последние 7 дней и прожил и умер. Ух ты. Великий писатель. Великий писатель. Сколько книжек прочитали его? Не могу сказать. Не более 3-4 точно. Звание, должность? Рядовой. Рядовой. Вы мобилизованы? Да. Телефон, по которому будем говорить? 8 919. +7 919. Добрый день. Здравствуйте. Я Ряхский Дмитрий. Подождите. Вы не на допросе. Вы точно понимаете? Да, понимаю. Кто я? Вы блогер с Украины. Да. Это как бы вот ваша мать читает. Я не военный, мне там вот эти все равняй смирно, так точно отставить. Это будете нашим компетентным органом. Представьтесь, пожалуйста. Я Ряхский Дмитрий Евгеньевич. Будьте добры громче говорить. Я Ряхский Дмитрий Евгеньевич. Да, ваша дата рождения? 22 декабря 1996 года рождения. С Липецкой области, поселок Лев Толстой. Поселок Лев Толстой. Про поселок поговорим позже. Вы понимаете, что это добровольная беседа? Да, понимаю. А как вы это понимаете?
Я могу отказаться в любое время. Вот, правильно. Это как бы ключевой момент в этой истории всей. Мгм. Я вам сейчас задам вопрос, если вы скажете нет, то вы пойдете заниматься своими важными делами. Мгм. Вы даете добровольное согласие на запись и публикацию этого видео? Да. Сразу два вопроса. Как вы думаете, зачем я задаю этот вопрос? Чтобы не было потом претензий с моей стороны. Да, логично, все четко. И второй вопрос. Зачем вам нужна популярность? Я думаю, вы хотите, чтобы люди знали обо всей ситуации, которая тут происходит, поэтому вы это делаете. Это раз. А вы знаете про эту ситуацию? Политики я касался косвенно. Касали же. Ну, слухи, Ваша разговоры. мать пишет, как мой сын, Господи, и сохранить, что мне делать? Что ей делать? В военкомат, что с Министерством обороны связывали, списки меня включали на обмен. Угу. Вы мобилизованы. Да. А как правильно, мобилизованы или мобилизированы? Мне кажется, мобилизованный. Правильно вам кажется. Сколько вам полных лет? 25. 25. Какое у вас образование? 11 классов. 11. Неоконченное высшее. Какое? Я диплом не писал, а инженерное. По какой специальности? Материаловедение и технологии материалов. Ого, ничего себе. Это сопромат. Металл плавить. Короче, слово вспомнил. А почему диплом? Вы бакалавр? Я не закончил. А почему? Я глупости совершил много. Какие глупости можно совершить? Я обленился. Вот и решил себя проучить. Не хочешь учиться, иди работай. И еще раз. Вы закончили школу? 11 классов. 11 классов. Вы хорошо учились? Да. Какой у вас средний балл был? 4. 4. Без троек типа. Да. Пошли в институт. Угу. На каком курсе вы обленились? На последнем. На 5. На 4. На 4. То есть бакалавра должны Мгм. были получить. Что значит обленились? В чем это проявляется? Последние полгода желание пропало, садился делать и не шло. Я решил, не хочешь учиться, пошел, писал заявление на отчисление и в армию, на срочку написал. Вы сами пошли написать заявление, чтобы вас отчислили? Да. А что случилось? Я не верю, что обленился, поэтому пошел. Можно же взять академ-отпуск. Он так и вышел, у меня академ-отпуск. Я после армии вернулся, восстановился. Угу. Пробовал поучиться, походил месяца 2. Это стационар был? Нет, Заочный? очный. Очный. Очный, да. Так как у меня опять все на желание не появилось, я пошел работать грузчиком на завод. Это в каком городе институт был? В Липецке был институт, я домой вернулся. В 2020 году я пошел на завод работать грузчиком. Пошли работать грузчиком. Да. Кем у вас родители работают? Мать на ветстанции, отец тракторист Отец тракторист, а мать на из станции. мед. И она секретарь там вроде. Ага. Отец тракторист? Да. Это он... А он мобилизован? Не знаю, наверное, нет еще. Сколько ему лет? 48 или 47. Он на каком тракторе ездит? На разных. Не помню, там у него китаец какой-то был. Вы знаете, да, понимаете, что он... Да, я в курсе, меня предупредили, что есть риск, есть шанс. Что вы с ним можете встретиться. Да. Вы так говорите, медленно, томно, вас предупредили. У вас всегда такая беседа или... Мне просто в себя еще прийти не могу от всей ситуации. От какой? Что произошло за последние дни со мной?
Ну, давайте поговорим, что произошло с вами за последние дни. Учились, я так понимаю, вы учились, потом забросили, пошли грузчиком, отбыли срочку, называют отбыли. Кем были на срочке? Но номер расчета Града. Номер расчета БМ-21. Что такое БМ-21? Артиллерийская установка на базе Урала. Это Град? Да. В русском Да, народе? Ну, Град. кем вы номер расчета это что делает? Заряжает. Заряжает. По инструкции так должен был. Стреляли из Града Один раз там стрелял на срочке. на срочке. И как оно? Страшно. Страшно? Да. Он вылетает. Когда вы получили... Так, а в 22 году, когда началась война, 24.02, вы где были? Дома работал. Вы что-то знаете вообще про войну? Ну, тут то, что происходит, Нет, давайте так. До того, как вас мобилизовали, вы интересовались темой войны? не особо. А вот это не особо, что вы знали или что вы не знали? Ну, обо всей вот этой ситуации, что вступили войска на территорию, а куда, что, как, просто я далек от этого, от политики, вот этого всего. Мне на работе нервов хватало. Какие у вас могут быть нервы, работая грузчиком? Я грузчиком год поработал, потом меня повысили до грузчика. У меня там ответственность была. Склад на запчастей. На много денег? Да. Когда вы получили повестку? 23-го, по-моему. Как это было, расскажите? Как вам вручили повестку? Утром разбудили в 7:52, сказали в 8 на стадионе быть. В 7:52 разбудили дома, Дома, в квартире, в частном доме, и сказали в 8 быть. на стадионе, Это через 8 минут? да. Вы что сделали? С вещами? Я взял военник, паспорт, осталось мать собирать вещи, я пошел туда. Что мать говорила? Что молилась она и все. За мое благополучие и все. Благополучный вы? Ну, чтобы я жив остался. Вы живы. Ну, как-то вообще так быстро, в 7:52 и 8 прибыть. 8 нас собрали, сказали, завтра уезжаете. Куда? В 9 утра в Богучар. В 9 утра вы собрались и вас повезли. Да. Сколько вас насобиралось? 32 нас собрали. Это с вашего населенного пункта? Со всего района. Со всего района. А мы должны еще были поговорить про название вашего села. Поселок у меня Поселок Лев Толстой. Лев Толстой. Это какая область? Липецкая область. Почему он называется Лев Толстой? Там писатель Лев Николаевич Толстой, когда ехал, по-моему, к себе домой ехал, по пути ему стало плохо. И приступа его остановили, оставили на станции. Станция Остапа раньше называлась. Он там прожил последние 7 дней. Врач из города приезжал. И дату не помню, время помню, что в 6:05 у него он умер. Сколько книжек прочитали? Я маленькие рассказы читал, точно «Войну и мир» читал 3 и 4 том. Без первого и второго? Без первого. Второго. Как так можно было? А там вот это... Там понятно все. Нет, там разговоры вот эти... Как объяснить? Обычная бытовуха, разговоры. Вот Первый и второй том? Да, там Вам не интересно, это скучно. балы, вот это все, гуляния. Так вам кто-то сказал, что первый и второй можешь не читать, потому что там... Нет, я начал читать, когда в школе уже проходить начали 3 и 4 том. Мгм. Я вот решил нагнать. А мобилизовали вас откуда? С Льва Толстого. Да, с поселка. Вы там и жили? Да. Все, понятно. Теперь ясно, понятно.
Привезли вас, получается, 22 числа. Нет, 25-го. Что, 4 дня добирались? Нет, нас 25-го забирали. А вы сказали, когда вы повестку получили? 23-го повестку 24-го собрались, собрались. и 25-го вы доехали. Или я в датах путаюсь. И неважно. Вы приехали, Там- что вы там делали? В субботу утром дали повестку, в воскресенье мы уехали. Вот так было, да. Сколько... Вот вы приехали туда, я так понимаю, это учебный центр какой-то? Да, мы приехали в Богучар. Скорее всего, он должен будет быть учебным центром. Что там вы делали? Мы ничего не делали. Мы собрались на плацу, стояли, ждали, когда нас распределят. Нам к вечеру дали автомат, ночью нас погрузили и отправили в Валуйки. А подготовка? Или вот в Валуйках вы готовились? Нет, Вообще ни подготовки не было? вообще ничего. Вы поехали на войну, ни разу не постреляв? Я и тут ни разу не стрелял. В Валуйки, хорошо. Приехали вы в Валуйки. Что там происходит? Вы уже в форме в этой? В одежду нам дали, когда мы приехали. Да, автомат нам, по-моему, дали в Богучаре. Там нам Магазинов сколько дали? 4 магазина. 4 магазина. Да, дали нам 4 магазина, каску. И мы ждали ночи, когда нам привезут бронежилеты. Нам дали бронежилеты. Каска какая была? По идее, кевларовая. А почему по идее? Вы же не видели? Ну, вроде вот так она называется. Ну, нам показали, она с ноги мнется хорошо. Это вы сами проверяли? Нет, показали. Показали. Как вам защита ваша? Можно без комментариев. Можно. Типа, вы боитесь опорочить российскую армию? Нет, мне просто нет нечего сказать по этому поводу. Одно разочарование. Разочарование? Ну, так ответьте на вопрос. Как вам ваша защита персональная, которую вам обеспечила ваша армия? Простой вопрос. Каски, фуфло. Каски, фуфло. Ну, Все, что броники нормальные были? Не знаю. Не пригодилось, да? Не пригодилось, слава богу. Да, сколько вы в Валуйках находились? Вот нас привезли утром и в ночь нас отправили. Куда? Посадили в КамАЗ и отправили на Украину. Это было уже 27-го, вот, да, 27-го последний вечер был в Валуйках. И 28-го, А в Валуйках вы ночевали? ну вот до 5 утра. Нас привезли. Вообще получается, еще раз давайте восстановим. 25-го повестка, 26-го сборы, 27-го приехали. Нет. Вот мы уехали в воскресенье, это, по-моему, было вот как раз 25-е. 25-го, 26-го нас поселили в Богучарах, мы в ночь туда приехали. И вот с 24-го в субботу вы получили повестку. Да, 25-го мы уехали. Уехали. 26-го вы... До 26-го мы оказались в Богучарах. Да. Мы оказались там в ночь с 25 на 26. Да. Целый день, 26 час на ночь мы пробыли там. На плацу. На плацу, в казарме. Понятно. 27-го в 5 утра вы уехали. 26-го ночью нас отвезли в Валуйки? да, даже, по-моему, вечером. Мы приехали, там переночевали, спали с 26 по 27. Да. Находили, получили 8-й бронежилет, и в 4 нас утра подняли, вот 27-го С 27 на 28. Да, нас И то получается, раз, два, три. 3 дня, это рекорд. 3 дня я в Украину. Да, Подготовки. не было. Сколько вас в итоге человек в Украину завезли? Нас отправили 32 с моего поселка. Угу. А одного оставили в Богучаре, у него спину заклинило, я не знаю, что с ним стало. Ну медкомиссии же никакой не было. Не было медкомиссии. 28 числа вы уже с автоматом, бравый
солдат? С автоматом. Где-то в обед мы пересекли границу. И нас высадили в посадке. Мы ехали часов 5, и нас высадили в посадке. Под каким населенным пунктом? Ой, я не знаю, нам не сказали местность. Мы проезжали, я не видел вот эти. Угу. Что было дальше? Ну, то есть 31 человек вас высадили в посадке. И еще с нами были белгородские ребята. С Белгорода тоже мобилизированные. Мобилизованные. Да, сколько их, по-моему, человек 70 или 80, не знаю. Машин, получается, сколько? 5 ехало? 6 КАМАЗов, по-моему. 6 КАМАЗов. Да, высадили вас в посадке. Что говорят? Посадки. Сидите здесь, но ночью наблюдаем по сторонам. Что происходило? Ну, в первый день, Сколько вы просидели в итоге? в первой посадке мы просидели 3 дня, перешли где-то километр, перешли вот сюда, вот тут, в эту посадку. Там, тут мы 3 дня посидели, тут 4. И через поле перешли, и там мы сидели 2 недели оставшиеся. За это время война была? Мы не стреляли. Нет, ну, по вам стреляли? Тупо, по сути, до, грубо говоря, когда вы попали в плен? 24-го. 24 октября. То есть 3 недели, ну, вы с 28 по 24, почти месяц, грубо говоря, сидели в посадках. Да, Обстрелов не было, ничего не было. не было. Понятно, что вы ели? Это вот вы всей этой толпой, под 100 человек, так и типа... И в первый день забрали там часть людей. Не знаю. Ну, 50 человек было. Да. Ну, Вот этой частью мы, и гуляли. да. Нам на 6-й день привезли провизию. А до 6-го дня что вы ели? Нам с собой дали по сухпайку каждого. По сколько штук? По одному каждому. Один сухпай на 5 дней? Мы растягивали как могли. Еще у кого-то с собой еда была. Благо. Так вы же голодные были. Голодные были. Вторая армия мира. Вы из второй армии мира. Ну, сухпайок, ваши рассказывают, 1 коробка на 1 человек на 1 день. Да. У вас было, вот лично у вас что было на этих 6 дней? Вот. 1 сухпай. Мы вместе скооперировались там. Где-то что-то как-то. У кого-то с собой своя еда была. Консервы были там. Консервы у кого-то были, да. Ну, все равно 5 дней есть. Воду с деревьев собирали. Вы собирали, вы кадровые военные, мобилизованные, собирали в первые 6 дней своей войны воду с деревьев, чтобы попить? Да. Это нормально? Нет. Потом нам привезли все. И стали обеспечивать раз в 3 дня завозом. Ну, вы все услышали, это как бы... Вас кто-то попросил, чтобы вы так сказали? Нет. Ну, меня вы удивили только тем, что вы первый, кто сказал, мы уже взяли 500 интервью, знаем уже все истории, какие только можно. Вам военную тайну дали? Что это такое? Военная тайна. Нет у меня доступа к военной тайне. Почему? Вы же военный. Вам под роспись должны были дать военную тайну, которую вы, попадя в плен, должны были передать. Нет? Еще и военный без военной тайны. Да никому не дают вам военных тайн. Я прикалываюсь. Как бы у нас на интервью были полковники, которые тоже сидели, а мы ничего секретного не знаем. Расскажите, 24 октября, да, вы попали в плен? Угу. Последний день вот этот опишите. Пока еще не зашли. Командиры появлялись у вас там на позициях? С нами был мобилизованный наш командир тоже, старший лейтенант. Мобилизованный тоже? Да. Что вы вот 3 недели в окопах сидели, что вы говорили между собой? Прикольно, хохлов сейчас будем мочить. Да, домой хотелось. Были, кто отказывался и уходил? А некуда идти было. Ну как, вы же знали, откуда вас привезли? Вы знали, где? Вот там
укрфашисты. Там наши заградотряды. Иду к своим. Не было у вас, короче, таких мыслей. Да. Извините. Что ваш командир, старший лейтенант мобилизованный, говорил? Какие у него приказы были? Ночью наблюдать, не выдавать своих позиций. Кто-то с фонариком, что-то, предупредить. Все. Тепловизоры у вас были? Один вроде был. Приборы ночного видения? Дроны? Нет, был. Орудия какие-то? Ну, имеется в виду танки, там, пушки какие-то? Не было пушек. Я спрашиваю, потому что мобилизованные рассказывают всегда интересные, прикольные истории, поэтому я как бы... Расскажите что-то прикольное, что произошло за эти 4 недели. Были ж по-любому какие-то. Что ж было-то? Да и копали просто. Да и, в принципе, ничего такого. Обычно бы копали, хотелось, не хотелось, в ночь, в дождь. Все протекало. Ничего такого. Прикольного не было ничего. Угу. Да, как, А, не особо был до смеха. понял. А не прикольного, самого плохого, что было? Ну, ночью наши СВО ранили. Все. Кого ранили? Да, своего. Еще раз. Закимарил, и он его разбудил, и тот подумал, что неприятель, и выстрелил ему в ногу. Ваш в своего. Угу. Короче, он был часовым. Да. Должен был бодро стоять на часах. Ну, там, сидя, лежа как-то там стоять. Заснул. Прикимарил. Прикимарил. Ты, ну, что-то проснулся. Наш биологический голубь его укусил. Он проснулся, видит, короче, другой ваш, и он в него ты-тыц. Не, вот этот его пришел, типа, ты что спишь, а тот, видимо, что-то приснилось. И он ему в ногу. Ну, Что ему было потом? Ну, 300-го увезли. Да, увезли. Повезло чуваку. Повезло. Повезло. А этому что было? Вроде ничего. Остался дальше служить? Я не знаю. Я только как слух это. Видите, а вы говорите, ничего прикольного нету. Ну, это ж прикольно-то как. Плохо, что в ногу, а не в голову. Ну, хоть в ногу. -1 штык. Я же на вас смотрю, как на оккупанта. Вы же понимаете, Я понимаю, да? всё. Вы пришли меня убить. Моих друзей, жену, ребенка. Поэтому я сожалею, что ваш часовой не убил насмерть второго оккупанта. Голубь должен был прямо в глаз попасть. Ну, у нас биологическое оружие есть. Голуби боевые. Знаете про это? Не знаю. Ну, вас там говорят. Что мы разработали биоголубей, которые должны вас убивать. По телевизору у вас там Скобеева есть такая. Я не смотрю телевизор. Ну, я вам рассказал. Вы политикой не интересуетесь, а мы тут уже 8 лет. 8 месяцев интересуемся. И 8 лет, кстати, тоже. У вас есть какие-то идеологические темы поговорить из серии тут нацисты, фашисты? Я не придерживаюсь таких взглядов. Вы говорите, что здесь таковых нет. Я не знаю. Ну, утверждать всей правды вы ничего не знаете. Да. Ну, то есть вы не шли сюда убивать нацистов? Нет, меня отправили просто и все. Отправили просто и все. Да, 24 число, последний ваш день путешествия. Опишите его максимально красочно. Вот как, насколько у вас хватает село Льва Толстого, поселок Льва Толстого, все свои эпитеты, прилагательные. Я даже такие слова знаю. Случайно только вспомнил. По последний день дома имеете в виду? Не дома, а в окопе. Вот когда вас взяли в плен? А, в окопе? Ну, вас в окопе взяли в плен? Нет, мы шли в Вот, да. лагерь поставить на зарядку радиостанции. Ушли с окопа в лагерь? Да, нас командир отправил. Сколько до лагеря километров? 2,5, возможно, 3. Сколько у вас человек? Мы вдвоем были. Угу. Я с моим товарищем. Шли заряжать аккумуляторы. Да, радиостанции. И по пути встретились. Ваша десантно-штурмовая группа. Да у нас нет таких. Они так представились потом.
А как, вы идете, они вам навстречу? Да, навстречу. Чего вы не стреляли? Потому что жить хотелось. Давайте еще раз. Вы идете по дороге. Да. Они нас стоят, встречают, позвали к себе. Вы идете, видите, стоят, сколько их человек? Человек 6. Человек 6. Они тоже все в оружии. Да. Такая же форма, как у вас? Нет, другая. Лучше, хуже? Ну, лучше. Типа всякие штучки висят, да, все такие? Да. Ну, десантники, короче, наши. Да. Видят вас, говорят, да, идите сюда. Да. И вы подходите. Я понимаю, что не убежать никуда, не укрыться нельзя. Я хочу понять, ну, по идее, вы военные с оружием. Там наши военные, защитники, которые защищают нашу землю. Они стоят на дороге, вы стоите на дороге. Они видели вас, получается, и вы их видели. Они нас впервые увидели. Они вас впервые увидели. Они были как-то на вас оружие набрали. Да. Ну так вы же вот это вот там расскажите, что они вас уже держали на мушке, Да, что у вас держали на вариантов мушке, тупо не было. вариантов не было. О. Мне говорят, хандехох, Да, руки вверх. они сказали, бегом сюда. Я автомат опустил, упал, руки за спину и все, нас взяли. Какое-то подразделение было? У них? Да. Они сказали 95-е. 95-е, красавчики вообще. Молодцы. Ну, я тут как бы даже по сути не могу что-то добавить, наверное, или убавить по причине того, что мобилизованный. У нас уже такие есть на канале. По сути, силой, ну, не по желанию, сюда отправленный, да? Угу. Про Украину вы что вообще знаете? Это независимое государство? Да. Столица Киев. Столица Киев. Президент кто? Сейчас Зеленский. До этого кто был? Не знаю, правда. Ты, ну, и правильно. Что еще вы знаете? В принципе. Есть ничего существенного. Ни про политический строй, ничего такого не могу сказать. Хороший молодой человек. Вот ему все равно, что у нас происходит. Вам же все равно было до мобилизации, что у нас тут происходит. Я не интересовался. Вот, это самая правильная позиция. Потому что не мое это дело лезть в дела чужой страны. Вот это красавчик. Не мое это дело лезть в дела чужой страны. Вообще золотые слова, это вот будут на картинке. Не мое это дело лезть в... Видите, не ваше это дело было, но за вас ваши политики, ваш дедушка порешал, что вам надо сюда прийти и попасть в плен. Вас взяли в плен, дальше, по сути, не сильно интересно. Я смотрю, у вас синяки есть, про это по-любому напишут. Я так понимаю, пару раз вас там огрели. Да, объяснили. Популярно, да? Популярно, что... Поняли, что не стоит? Да, По делу? по делу. По делу. Почему по делу? Потому что я приехал сюда. Да, вам пограничники наши не ставили печать в паспорте. Вы приехали сюда с оружием. Вы оккупант? Получается так. Ну, получается так. Объяснять, почему вы оккупант? Не надо. Вторая мировая война, помните, да? Если мы сравним, что происходит сейчас у нас и что было тогда, Великая Отечественная у вас называют это, то вы полноценный оккупант, который пришли... Да. Ваша мать ответила. Я зачитывал. Есть что-то еще добавить в вашей чудесной истории? Ничего больше. Нечего. Ну, вам действительно повезло, вы остались жить. Я ее спросил, хочет ли она поговорить. Она ответила: хочу, как мой сын, Господи, спаси и сохрани. Что мне делать? Ответьте, пожалуйста. Я ответил: ждите, мы наберем. Угу. Мы ее набираем.
Ряховский. Да. Алло. Алло. Это видеозвонок, вы меня видите? Алло. Алло. Я не вижу ничего. Ой, я ничего не вижу. А я вас вижу. Алло. Ой, Господи. Как мне поглядеть ему? Я ничего не вижу. Да вы сейчас его, вот он рядом сидит. Ой, подожди. Да вы не бегайте. Вижу его. Вы не бегайте по квартире, остановитесь. Остановитесь в одном месте. Потому что у вас вторая сторона мира, сверхдержава, без интернета. Успокойтесь. Здравствуйте. 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 Меня зовут Дмитрий. Я журналист из Украины. Беседую с вашим сыном, оккупантом. Можете мне глянуть на него? Да вы сейчас с ним поговорите, успокойтесь. Я вас должен... Вы с ним разговаривать хотите? Я вас должен поставить в известность, что разговор будет записан и опубликован. Вы это понимаете? Понимаю. Вы понимаете, зачем я задаю этот вопрос? Понимаю. Потому что у нас правовое государство, и мне нужно ваше разрешение на запись вас. Вы мне его дали. Разговаривайте. Димочка, Алло, мам. сыночек мой родной. Вы не говорите, где вы. Вы говорите, что вы в плену. Сынок мой. Мам, все хорошо, не переживай. Все, успокойся. Родненький мой сыночек мой. Мам, успокойся. Мам, успокойся. Успокойся, слышишь меня? Да, я слышу, Слышишь? сын мой. Успокойся, пожалуйста. Мам, все хорошо. Все закончилось. Все, я жив, здоров. Слушай, пожалуйста. Тебе надо будет связаться с военкоматом, с Министерством обороны, чтобы они меня Димочка, в мы списке. с ними связались. Все хорошо. Мы связались вы- с военкоматом, сынок, они из ФСБ разговаривали, в часть звонили, они сказали, будут готовить обмен, сынок. Ты только держись, родненький Все мой. хорошо, мам. Все самое страшное закончилось. Поговорите нормально, что вы. Мгм. Успокойтесь. Мам, все хорошо. Восстанови мою сим-карту, самое главное, мам. Только держись. Мам. Так опять поедем, Димочка. Мам, все хорошо. Я люблю тебя. Все, успокойся, все. Я тебя очень, Тихо, успокойся. Мы никуда не деваемся, мам. Я люблю тебя. Ну что ты? Вдохни глубоко. Стой. Вдохни глубоко. Все хорошо у вас дома. Все хорошо, мам. Сыночек, ты держись, я тебя люблю. Мам, не переживай. Со мной все хорошо. Все хорошо, мам. Были сразу, Дим. Мам, не переживай, тут все в порядке. Никто не бьет, не трогает. Вы расскажите, Всё- что вас кормят, лечат. Нас кормят 2 раза в день, нас тут и лечат, и все дела. Успокойся, все хорошо. Мне повезло, очень сильно повезло. Дима. Мам, все хорошо. Это мой родненький. Мам, все хорошо. Успокойся, Сыночек. успокойся, слушай. Успокойся. Не плачь, все хорошо. Это лучшее, что могло с нами произойти. Тут вы правы. Слышишь? Это лучшее. Я жив, цел, не ранен, ничего. Так пару ссадин, ничего страшного, мам. Мам, слушай. Все, успокойся. Слышишь? Восстанови мою сим-карту, самое главное. Спасибо. Сходишь? Хорошо, Дим. Сходи обязательно. Ты позвонила отцу того мальчика?
Да, да, мы были у них, Димочка, мы были, они тоже в военкомате были. И Всё, они всё, всё, тоже успокойся. звонили. Сегодня сынок, папа звонил куда-то там в твою часть, они сказали, что готовят обмен, Димочка. Все, Ты только все держись, хорошо. сыночек, Всё держись, хорошо. мой родненький. Как? А мальчика я видел. Да, да, он со мной, он вместе Видишь? рядом. Да, да. Я передам. Ему что-нибудь отец передавал? Они все очень переживают за него, любят. А и в военкомате они были, Димочка. Все мы стараемся тут очень. Хорошо, Звоним мам. везде, Димочка. Все, мамуль, все хорошо. Успокойся. Пожалуйста, пожалуйста. Не могу твоих слез видеть. Пожалуйста, успокойся. Я не буду плакать, не Все, буду. мама, ты самое главное послушай. Что я тут, это счастье. Я жив, цел, вернусь домой. Все хорошо. Вопрос я хочу задать вашей матери. Можно? Ток, пожалуйста, не тревожьте ее. Можно вам вопрос задать? Зачем ваш сын пришел убивать украинцев? Он не убивал никого. Он, не знаете, очень добрый мальчик. Нет, то, что он добрый, это может быть, но он пришел к нам с автоматом и бегал почти месяц. Он сам это все рассказывает. Да вы остановитесь, перестаньте ходить. Вы скажите, зачем вы отпустили своего сына убивать украинцев? Вот главный вопрос. Военнообязанный. У нас мобилизация идет, вы же знаете. Ну так что? Ну, его как мясо отправили неподготовленного убивать других людей. А вы сидите дома. Мы не сидим. А что вы... Не, вы сейчас ходите, уже 10-й круг наматываете. Все можно? Я не могу, что я могу сделать, чтобы его спасти. Все, Когда вы я хочу закончить. Чего, что вы хотите закончить? Вы сказали, это же не допрос, а интервью. Разрешите закончить разговор с матерью? Вы дали согласие. Ну, вот отец ваш. С отцом будете разговаривать? Да, да. Что это значит, я хочу закончить? Вы пришли сюда нас убивать. Закончить можно было в начале беседы. Понимаете разницу? Понял. То есть вы сейчас достигли своей цели, позвонили, показали себя. И сейчас вам уже закончить надо? Разрешите с отцом поговорить? Закончить. Это интересная история. Алло, пап. Привет, Дим. Привет, пап. Все хорошо. Успокой маму, пожалуйста. У мамы истерика. Я Это понял. надолго. Я понимаю. Я понимаю. Я тебя почти не слышу, потому что мама кричит. Я понимаю, пап, я ничего не говорю. Ну вы поговорите тогда. Все хорошо дома, пап, относительно. Дом, все нормально. Самое Что главное. ему будет? Ну да. Сколько отцу лет? 48. Ему не пришла еще повестка? Нет, не придет. Ну, наверное, расскажите ему, что... Да расскажите отцу своему, как вас взяли в плен, чем вы занимались, как вас подготовили. Ну, потому что сидеть просто, как вы будете смотреть друг на друга, это даже мне скучно. Я... Если не будете разговаривать, то давайте закончим разговор. Если будете разговаривать, то разговаривайте. Ладно, пап, слушай. Все хорошо со мной. Вы восстановите мою сим-карту, пожалуйста. Слышь? Слышу. Да, Отцу можно вопрос задать? можно. И это... Как? Меня сюда привезли, через 3 дня как забрали, пап. Посадили в посадке. В посадке сидели месяц. Ни разу я не стрелял, слава богу. Со мной тут
У меня тут все хорошо, все, меня привезли, все, кормят, поят, все хорошо. Все, пусть зададут тебе вопрос какой. Чего-то еще. Можно вам вопрос задать? Давайте. Меня зовут Дмитрий, я журналист. У меня вопрос такой. Мать его не смогла ответить, потому что у нее, видимо, истерика. У меня один вопрос. А почему у нее истерика? Ну, потому что сын далеко и в плену. Ваш сын далеко и в плену, потому что вы этого захотели. Вы его сюда отпустили убивать украинцев. Мы этого не хотели. Что сделали украинцы? Что украинцы сделали вам плохого? Он военно обязанный. У него не было выбора. Принесли повестку, забрали в армию. Чего он не сбежал? Откуда сбежать? И получить 10 лет? А куда он сбежит-то? Куда? Нам бежать некуда. А можно вопрос? Можно другой вопрос тогда? Можно другой вопрос? Давайте. Исходя из вашей логики, я могу утверждать, что вы рабы. И ваш царь порешил, что вот такие, как он, должны идти и умирать. И вы цельно согласились и пришли. Их 4000 в плену, 68 тысяч убитых и 200 тысяч раненых. Вопрос, сколько рабов должно еще полечь, чтобы вы задумались, как вы живете и кто вами руководит? Ну, в вашей стране тоже есть законы, Да, которые надо... да. И что у вас Правильно? Да. А что, какой закон вас в нашей стране не устраивает? Он военно обязанный. Да, и у нас есть военно обязанные. У нас... Правильно, вы тоже военно обязаны, насколько я понимаю. Да, и мы И вам принесут повестку, вы пойдете или сбежите? У нас война с оккупантами, с фашистами. И мы защищаемся, таких как ваш сыночек. Что, на какой? Ну, вам принесут повестку, вы сбежите или Нет. пойдете? Нет, потому что я буду защищать свою страну, в которой я родился, и в которой я живу, и в которой живут мои дети. А ваш сын пришел ко мне в страну. Он не защищает свою страну. Вы чувствуете разницу между Министерством нападения и Министерством обороны? Ну, это же политика. А, вот тут уже политика. То есть в этом месте уже начинает политика играть. Что вы делали в Сирии? Что вы делали в Чечне? Эта политика, надо разобраться. Ваш сын оккупант, как фашист. Во Вторую мировую войну, когда Германия напала на соседние страны, кто они были? Оккупантами. Что произошло 24 февраля 22 года? Рашистские оккупационные войска в виде вот таких вот, как ваш сын, пришли на территорию независимого государства Украина. Убивать мирных людей и бомбить города. Или тут надо разобраться? Не все так однозначно. Так вот я вам еще раз показываю. Вот он в плену. Таких как он 4000 человек. Он в плену в Украине, а не в России. А вы в плену у себя в России. И ваш царь захотел, чтобы он пошел умирать. И он пошел умирать. У вас есть что-то возразить моим словам? Кроме тут политика, надо разбираться. Я не знаю, что вам сказать. Если бы ваш сын погиб, если бы его убили наши защитники, что бы вы себе отвечали в голове? За что он погиб в чужой стране? Я не знаю. Я не могу вам ответить. Потому что вам похер, вы рабы
Вам сказали, еще нарожают, как сказали. Мне неприятно дальше разговаривать с человеком, который говорит, я не знаю. Что это за бред? Во-первых, мне интересно, почему вы решили резко прекратить интервью, беседу. Как-то неудобно получилось или что? Ну, матери плохо. Матери плохо? Да мне все равно на вашу мать. Я понимаю. Знаете, сколько у нас погибло матерей и детей из-за таких, как ты? Матери ему плохо. Отцу вообще тупо по барабану. Тут сразу начинается неудобная история. Когда правда какая-то в глаза не влазит, то сразу эта политика, надо разобраться. Вы пришли сюда, в Украину. Есть что-то добавить? Завершаем эту беседу. Она наберет 1 миллион просмотров, я вам обещаю. Вы станете популярны. Ваш отец и ваша мать. Вы обратите внимание, в каких условиях живут люди, в каком состоянии у них зубы, там, ну вот эта вся история, которая нам до сих пор непонятна, почему у вас проблема у всех с зубами. Освободители. Будете обращаться к своим согражданам? Стоит сюда идти, не стоит сюда идти? У нас по традиции военнопленные делают обращение, если хотят. Если не хотят, значит не хотят. Ничего не хочу. Ничего не хотите. Как-то не так пошло? Неожидаемо. Неожиданно что? Ожидаемо. Ожидаем? А что вы ожидали? Истерику матери. Не, истерику матери это такая. Мне как бы на истерику матери меньше всего интересует. Вы добились, знаете, что мне у вас очень сильно понравилось? Вы поступаете как обычный рашист, добились своего и все, я завершаю. То есть, если бы мы позвонили ей в начале, вы бы в самом начале сказали, все, больше я не хочу разговаривать. Ну так это не работает. Понимаете? Да. Мы хотим показать ущербность всей вашей рашистской сущности. Как вы живете, чтобы видеозвонок показал, в каких вы хоромах. У вас, я смотрю, там ни ремонта, ничего нет. Мне вот просто это вот все интересно.